Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Приедем в Киев скоро и зачистим славный город градом и акацией. Что у нас там происходит? К чему готовится? Победе. Когда, ну все прозвучало, если мы не победим, вообще не вариант, победим. Я с конца начну, наверное. Победим. И это был не мой выбор. А что мне оставалось делать? Моя страна, или как вы ее называете, Родина. Это же твоя Родина. Вот эта Родина, она забрала у меня все. Свободу слова забрала, свободу действий забрала. У нас был бизнес с мужем. Мы хотели открыть еще один ресторан и еще один ресторан. Я хотела общаться с друзьями, я хотела быть в кругу родственников. Но эта страна так по башке стала моим друзьям, что они стали конченными затуебищами. Больше там общаться не с кем. Эта страна у меня уже все забрала. С той позиции, которая у нас есть, нам в России была бы... Волноваху взяли, все, Авдеевку, берем Авдеевку. Сейчас многие украинские там политики делают заявления, там мэр Николаева постоянно хорохорится, там привет с Украины. Скоро не будет ни тебя, ни Украины. Вот. А людям, которые в освобожденных городах, в тех городах, которые еще мы будем освобождать, ребят, я вам говорю, терпите, терпите, пожалуйста. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жизни, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вы за один день сэкономленных денег на бомбежку Украины могли бы вставить зубы всем своим пенсионерам, чтобы они, когда интервью давали, хотя бы не беззубым ртом говорили: а Путин у нас такой молодец! Пройдут сейчас. Планы учения строятся, исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции. Хотим обратиться к министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу и высшему командованию, составу. Нас тупо отправляют на убой, без разведки или неточных разведданных, без какой-либо поддержки артиллерии, с одним автоматом, 4 гранатами. Просим вас разобраться в нашем обращении и принять соответствующие меры. После этого обращения, возможно, вы нас больше никогда не увидите, потому что нас обнулят, отправив в последний путь на задание. Со стороны, которая на этом, ну вот такая видно прям. Как она сейчас? Не, она не видит. Спокойно же, Никита. Ребята, тут вот значит какая история получается. Последние новости по Севастополю, ну это уже ни в какие ворота. И отрезать и без транспорта, и без бензина. Чуть не комендантский час водят. Специальная операция зашла слишком далеко. И давайте будем честными. Если мы не в состоянии выполнить ее цели и задачи, а еще и теряем репутационно, то давайте это все сворачивать. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Если большая в подчинении есть у тебя страна, но ты решил, что тем не менее маленькая она, можно прийти в просветлении этом к выводу, что нужна
Победоносная с соседом маленькая война. Дроны летают над столицей, в ахуе вся страна. 5 долгих лет почти уж длится маленькая война. И ясно ежу, и даже шаману, что мир заключать пора. Но кто-то твердит, мол, все по плану. Ура, ура, ура. Троекратное ура. Ура! Ура! Ура!